Привет, друзья! Сегодня вас ждет целая серия необычных и важных новостей, которые напрямую касаются Германии и всего мира. Представьте себе, крупнейший немецкий автопоставщик оказался на грани, и это может изменить весь мировой рынок. Впервые японские истребители приземлились в Германии, и этот визит несет стратегический подтекст. В Соединенных Штатах Америки создают самолет-гигант в прямом смысле, который способен перевозить целые истребители. В Берлине разгорелся спор о миграционной политике, а Дональд Трамп готовит шаги, которые могут повлиять на рынок труда и даже на Европу. И к этому добавьте прогнозы в Германии о росте расходов на отопление для миллионов немецких домохозяйств. Все эти события могут иметь далеко идущие последствия. Досмотрите до конца, чтобы ничего не упустить, и обязательно подписывайтесь на канал. Впереди еще больше важных последних новостей Европы и Германии. Итак, крупнейший автозавод, поставщик Кикер AG из Хайли-Генкауса, федеральная земля Северной Рейн-Вестфалия, объявил о подаче заявления о банкротстве. Напомню, что эта компания, специализирующаяся на замках и системах блокировки автомобилей, считается мировым лидером в своей нише и оснащает примерно каждый третий автомобиль в мире. Временное банкротство было запрошено районным судом округа Вупперталь. Уже назначен временный управляющий адвокат Йохим Экснер. Сейчас работа на всех немецких площадках продолжается в обычном режиме. Зарплаты около 700 сотрудников в Германии за счет специального страхового покрытия обеспечены, внимание, до ноября 2025 года. Генеральный директор Жером Дебрё объясняет, что причина в финансовых обязательствах материнской компании из Китая, которые не были выполнены. Инвесторы не выделили дополнительные средства, от которых зависело поддержание операций компании. Долги и отказ в новых финансах серьезно ограничили возможности предприятия. Кроме этого, торговые санкции и давление международных рейтинговых агентств также сыграли свою роль. Из-за отношений с китайским владельцем Кикер теряет заказчиков и доступ к некоторым рынкам, что усугубляет финансовую нагрузку. Дочерние предприятия Кикер за пределами Германии, в Европе, в Азии и Северной Америке не участвуют в процессе банкротства и продолжают работу без ограничений. Целью руководства – это реструктуризация компании и поиск выхода из зависимости от текущего китайского акционера, чтобы сохранить предприятие как надежного партнера в автопромышленности. А дальше еще интереснее. В Германии произошло историческое событие. Впервые на территории страны приземлились японские истребители. Во вторник днем на авиабазу Росток-Лааке прибыли два самолета F-15 японских ВВС, входящие в состав японской самообороны. Самолеты участвуют в мировой миссии, начавшейся в Японии в середине сентября. Путешествуя по маршруту, они уже посетили США, Канаду и Великобританию. Этот визит рассматривается как дружеский. Цель – это укрепление взаимопонимания между воздушными силами Японии и Германии, а также углубление сотрудничества. По прибытию F-15 останутся в Лааке до пятницы. После этого они продолжат путь обратно в Японию, где ожидать их возвращения в начале октября. Подчеркивается, что это не просто техническая остановка. Это визит символичен, поскольку соответствует стратегическим инициативам Германии, озвученным правительством еще в 2020 году о расширении сотрудничества с партнерами в районе Индо-Пацифика. Кстати, Германия уже раньше направляла свои истребители к Японии для совместных учений, а теперь видим, что действие идет в обратную сторону. И еще интересные новости из-за океана. Соединенные Штаты Америки работают над созданием крупнейшего в мире военно-грузового самолета. Он может перевозить в одном полете сразу, внимание, 4 истребителя F-35 или 6 тяжелых вертолетов CH-47 «Чинок» без разборки. Этот самолет создает компания Radia. Проект называется Windrunner. Длина самолета, внимание, составит примерно 108 метров. Размах крыльев около 80 метров. Это более чем у знаменитого Ан-225, который ранее был крупнейшим грузовым самолетом. Windrunner будет оптимизирован не столько под вес груза, сколько под его объем. Он сможет за раз транспортировать крупногабаритное оборудование, которое раньше приходилось разбирать, что усложняло логистику и затягивало доставку. Также важна особенность. Самолет сможет взлетать и садиться на грунтовых взлетно-посадочных полосах длиной всего лишь около 1800 метров. Это расширяет его возможности использовать в районах с плохой инфраструктурой. Проект поддерживается Министерством обороны Соединенных Штатов Америки. Радио заключило соглашение сотрудничества с командованием по транспорту военно-воздушных
воздушных сил. Планируется, что Windrunner начнет первые операционные полеты к 2030 году. Этот самолет сможет стать прорывом в военной логистике и гуманитарных перевозках, особенно когда нужно быстро доставлять крупную технику или оборудование в удаленные районы. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. В Германии обсуждают эффективность текущей миграционной политики, особенно в свете недавних данных о пограничных контрольно-пропускных пунктах. В период с мая по сентябрь 2025 года Федеральная полиция Германии зарегистрировала, внимание, около 10 тысяч случаев возвращения лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Однако, по мнению представителей профсоюзов, эти меры не оправдывают затрат. Они отмечают, что для обеспечения усиленных проверок потребовалось перераспределение ресурсов, отмена плановых обучений и увеличение количества сверхурочных часов, что привело к значительным нагрузкам на сотрудников. Председатель профсоюза полиции Германии Андреас Роскоп выразил обеспокоенность тем, что количество задержанных и возвращенных лиц не соотносится с объемом затраченных усилий. Он подчеркнул, что хотя цель по снижению нелегальной миграции важна, необходимо пересмотреть подходы к ее реализации, чтобы они были более эффективными и сбалансированными. В ответ на критику министр внутренних дел Германии Александр Домбридс заявил, что текущие меры необходимы для обеспечения безопасности и контроля на границах. Он отметил, что правительство продолжит анализировать результаты и при необходимости откорректирует политику, чтобы достичь оптимального баланса между безопасностью и правами человека. А дальше еще интереснее. В последние дни в Соединенных Штатах Америки обсуждается новый план президента Дональда Трампа, который может значительно повлиять на привлечение иностранных специалистов в страну. В частности, речь идет о введении ограничений на получение визы H1B, предназначенной для высококвалифицированных работников, что вызвало обеспокоенность в технологическом секторе. Трамп заявил, что его администрация стремится приоритетно нанимать именно американских специалистов, а не полагаться на иностранных работников. Однако, несмотря на эти ограничения, президент выразил поддержку введению так называемой «золотой карты». Это программа, предоставляющая гражданство инвесторам, готовым вложить значительные средства в экономику Соединенных Штатов Америки. Эта инициатива направлена на привлечение состоятельных иностранных граждан, что может компенсировать дефицит высококвалифицированных кадров. В то же время в некоторых странах Европы, таких как Германия, рассматривают возможность использования этих изменений в интересах собственного рынка труда. В частности, немецкие компании, особенно в области высоких технологий, могут попытаться привлечь специалистов, которые ранее рассматривали возможность работы в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, хотя новые меры Трампа направлены на ограничение потока иностранных специалистов в Соединенные Штаты Америки, они также открывают возможности для других стран, стремящихся компенсировать нехватку квалифицированных кадров. И это еще не все. В Германии в 2025 году ожидается значительное увеличение расходов на отопление. Согласно прогнозу консалтинговой компании Q2 Online, ежегодные затраты на отопление для квартир площадью 70 квадратных метров с газовым отоплением вырастут в среднем на 15% и составят около 1180 евро. Это повышение затронет более половины всех домохозяйств, так как по данным Ассоциации энергетической промышленности Германии, в прошлом году 56% всех квартир в стране отапливались газом. Кроме того, расходы на отопление и использование других источников энергии также увеличатся. Для квартир, которые отапливаются центральным отоплением, расходы вырастут на 2% и составят 1245 евро в год. Для домов с отоплением на жидком топливе увеличение составит 3%, достигнув 1055 евро. Эксперты связывают эти изменения с повышением цен на энергоносители и введением новых экологических налогов, таких как углеродный налог. Этот налог, по прогнозам, приведет к росту цен на топливо и отопление, что дополнительно скажется на бюджете домохозяйств. В ответ на эти изменения специалисты рекомендуют жителям Германии обратить внимание на энергоэффективность своих домов. Простые меры, такие как утепление стен и окон, установка термостатов и регулярное обслуживание отопительных систем, могут помочь снизить потребление энергии и, соответственно, расходы на отопление. Таким образом, в 2025 году немецкие домохозяйства столкнутся с повышением расходов на отопление, что обусловлено рядом экономических и экологических факторов. Однако принятие мер по повышению энергоэффективности может помочь смягчить эти последствия. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.